Всем привет! Наконец-то я дозрела до обещанного видео о коробочках. Это первое видео из серии, потому что я решила, что лучше делать несколько коротких видео, чем одно длинное. Тем более, что и коробочка делается, скажем так, в течение какого-то времени. Вот. И, наверное, будет удобнее просматривать видео в одном плейлисте, который я создал специально для этого, вот, чем перематывать туда-сюда одно большое длинное видео. Сама я с этой техникой познакомилась совершенно случайно. Я, как и многие, наверное, вышивальщицы на YouTube, покупаю и покупала журнал «Вышивая крестиком», и в одном из номеров, а именно, вот он, это у нас июнь 2012 года, на последней странице я увидела статью об одной замечательной рукодельнице из Ростова-на-Дону. Зовут ее Наталья, и она там представила комод для украшений и маленькую коробочку. Я, увидев эту статью, очень долго зрела. Вот. И прошлым летом я наконец-таки решилась сделать свое первое изделие в технике картонаж. Вы можете видеть мои работы. Первой моей работой была бонбоньерка. Вот. Второй работой коробочка почти таких же размеров, но уже несколько с другим способом закрывания крышки, другая разновидность крышки. Вот. Ну, потом я решилась на целый набор, который я сделала для одной очень юной романтичной барышни, в стиле застаренном таком. Романтично довольно получилось, как мне кажется. В набор входит органайзер для ручек, блокнот с состаренными специально, кстати говоря, страницами и рамка для фотографий. Вот. Потом я сделала небезызвестную коробочку со снеговиком, которую я уже показывала вам. И последняя моя работа — это коробочка для диска. Сделана была специально для клиентов, которым я даю фотографии на диске. Просто решила, что пусть у клиентов будет красивая коробочка, им будет приятнее. Вот. Пожалуй, таким набором работ, собственно говоря, мой картонажный опыт на сегодняшний день ограничивается. То, что касается картонажа в целом, то сейчас вы можете видеть на своих экранах работы других участников, скажем так, рукодельниц, которые работают в технике картонаж. Я вам сейчас представляю работы с блога Иришель. Очень у нее красивые коробочки, конечно, просто потрясающие. Также есть сайт Декор Картон. Там очень-очень много материала, пожалуй, самое большое количество материала на тему картонажа в Рунете. Можете посмотреть. Вот. Очень хороший блог LuCreate, тоже на тему картонажа. На самом деле такие замечательные коробочки, что у меня глаза разбегаются. Так хочется все это сделать. Кстати говоря, сайт Наталья Солнечная нить, блог ее. Кстати, вот некоторые из представленных девочек блоги уже около года не ведут. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, какие-то другие дела. Может быть, пыл остыл, а может быть, просто не хочется выкладывать. И вот еще один блог, который я нашла в интернете. Тоже очень-очень красивые работы. Вот вы можете убедиться, что
применение техники картонаж, оно достаточно широко, и можно это сделать совершенно в любых цветовых гаммах, в любых расцветках, для любых целей и так далее. Вообще говоря, картонаж зародился во Франции в середине 19 века, промышленный картонаж. Позже занятие картонажем стало популярным дома, в семье. И на сегодняшний день картонаж имеет как бы два основных направления. Это бумажный картонаж и тканевый. В обоих случаях в основе своей картон, только в дальнейшем в бумажном картонаже картон обклеивается бумагой, и, соответственно, в тканевом картонаже картон обклеивается тканью. От себя могу добавить, что бумажный картонаж в большей степени похож на промышленный. Он такой более как-то официозно суховатый, хотя, конечно, тоже зависит от той бумаги, которую вы выбираете для обклеивания. Тканевый картонаж, на мой взгляд, противоположный бумажному, он более уютный, более домашний, более какой-то женский, может быть, даже. Вот. Ну и, соответственно, я предпочитаю работать в технике тканевого картонажа, хотя вот если вы заметили на фотографиях, коробочка для диска сделана в смешанной технике, то есть сама обложка обтянута тканью, а конвертик для диска и внутреннее убранство, скажем так, обклеено бумагой. То есть, в принципе, можно, конечно, варьировать. Мы же с вами будем учиться картонажу на первых порах на примере вот такой вот бонбоньерки. Вы ее видели в качестве моей первой работы. Почему на ее примере? Потому что это самый, на самом деле, самый простой способ, самая простая конструкция. Размеры у этой бонбоньерки 5 на 5, вернее высота 5, а сама на 10 на 10. Вот такая крышка, самая обычная. Что-то похоже на то, что я вам показывала, коробочку со снеговиком. Также у меня в планах сделать еще одну коробочку с откидной крышкой. Я, кстати, ни разу еще не делала коробочки с откидной крышкой. Хочу попробовать и заодно покажу вам, как я это сделала. Значит, хочу сразу сказать, что бонбоньерка от французского слова бонбон, а не от слова бомба, да, то есть это не бомбоньерка, а бонбоньерка. Вот, пожалуйста. Сейчас несколько слов о том, что вам понадобится для картонажа. Итак, перво-наперво это, безусловно, картон. Сразу могу вам сказать, что картон переплетный и никакой либо другой, толщиной 2 или 3 миллиметра. Толщину 2 миллиметра, наверное, более реально найти в наших магазинах, чем 3 миллиметра. Вот. И я хочу сразу вас предостеречь от использования гофрокартона, который используется для изготовления коробок, для крупной бытовой техники, для каких-то мебели, для еще чего-то. Он не подходит, потому что, во-первых, он легко гнется, во-вторых, он фактически полый внутри, он легко продавливается, и в-третьих, если вы заметили, в картонаже очень все плотно проклеивается, в том числе и торцы. Можно считать, что торцов у такого картона просто нет. Вот. Еще я слышала о том, что в картонаже используется пенокартон. Я надеюсь, что вы все знаете, что это такое. Это, скажем так, пенка с двух сторон заламинированная чем-то таким пластиком или целлюлозой какой-то. Некоторые используют этот вид картона в картонаже, некоторым это не нравится, потому что я слышала по отзывам, что когда проклеиваешь торцы у такого картона, собственно говоря, который является пенкой, да, то вроде бы как под воздействием клея эта пенка немножко проседает, и торцы получаются не такими ровными. В общем, конечно, это дело каждого, но я
лично имела опыт только с переплетным картоном, чего и вам советую. Второе, что нужно для картонажа, это клей. Вам пригодится две разновидности клея. Прежде всего, это момент кристалл для склеивания корпуса коробки и клей ПВА. Лучше брать Лакролюкс строительный, либо еще какой-то ПВА строительный клей. Это для приклеивания ткани к картону. Вот. Могу сказать сразу, что вроде бы как во Франции есть специальный клей для картонажа, но так как мы не во Франции живем, мы используем те материалы, инструменты, которые доступны в нашей стране. Дальше. Вам понадобится строительный малярный скотч бумажный. Также вам понадобится плотная бумага типа ватман, либо, может быть, тонкий картон школьный. Вот. Это нужно в некоторых случаях, ну, почти во всех. Для того, чтобы размазывать клей по картону, вам понадобятся кисти. Вот. Также вам понадобятся стейки для лучшего приклеивания ткани к картону. Вот. Стейки бывают разные, и понять, какой именно подойдет вам, вы можете, наверное, только на собственном опыте. Я сама долгое время работала без стека, не было у меня его, как-то я там какими-то подручными материалами пыталась заклеить, линейками или еще чем-то. Вот. Могу сказать, что стеками удобнее. Могу также сказать, что существуют специальные стеки для картонажа, но опять-таки это не про нас. Это, наверное, нужно искать где-то на французских сайтах. Я не знаю. Вот. Также вам понадобится мат для резки. Честно вам признаюсь, у меня долгое время этого мата не было. Была обычная деревянная доска, но она такая страхолюдная, что я решила специально для мастер-класса купить мат для резки. Не пробовала еще ни разу, не резала. Вот. О впечатлениях потом выскажусь. Вот. Для того, чтобы резать картон, понадобится резак. Это обычный, в принципе, канцелярский нож. Вот. Знаю, что есть еще круглые дисковые ножи. Вот. Ни разу не пробовала, не знаю. И, насколько я знаю, эти ножи, они для разных материалов бывают. То есть тут нужно разбираться еще с этим. Вот. Понадобится также синтепон. В нашем с вами случае, потому что у нашей бонбоньерки крышечка такая будет пухленькая. Либо синтепон, либо, может быть, даже белый флис. Если синтепон будете покупать, покупайте поплотнее, потому что синтепон бывает разный, и в данном случае нам нужен именно рулонный синтепон, и он должен быть поплотнее, потому что слишком рыхлый синтепон очень плохо садится на клей, то есть тяжеловато с ним работать. Вот. Конечно же, понадобится линейка, лучше металлическая, для того, чтобы, во-первых, вычерчивать детали выкройки, а во-вторых, по линейке мы с вами будем разрезать картон. Вот. Понадобится остро заточенный карандаш, простой обязательно. Чем острее, тем лучше, потому что счет идет на миллиметры. Картонаж это вообще очень точная и кропотливая наука, поэтому нужно все делать как можно более точно. Для этого нужен именно остро заточенный карандаш. Вот. Ну и, конечно же, вам понадобятся ткани. В данном случае для бонбоньерки хватит, в принципе, 2 разновидностей ткани, хотя можно, в общем-то, и 3 взять. Выбор расцветки ткани – это дело вкуса, безусловно, но могу сказать вам только одно. Для картонажа подходят только натуральные ткани. Это может быть хлопок, лен, шелк однозначно. И насчет шерсти я, вот, честно говоря, не знаю, используешь шерсть в картонаже или нет. Лично я работала только с хлопком, он приклеивается хорошо. И первые мои неудачные попытки были приклеить синтетику, но это
Это, знаете, я вам скажу, это просто дело невозможно, и сразу выбросьте эту мысль из головы. Просто не думайте об этом, только натуральные ткани. Для первого раза я бы вам рекомендовала хлопок, ситец или бязь. Еще хочу сказать такую вещь, что так как картон серый сам по себе, и мы на него клеим ткань, то если ткань слишком светлая, то она на сером картоне может смотреться как-то немножечко как-то некрасиво, тускловато. Допускается либо приклеивание офисной бумаги, обычно белой, на картон, да, для того, чтобы создать белую подложку, либо можно покупать картон заранее загрунтованный акриловой грунтовкой. Я ни разу не использовала картон с грунтовкой, но в интернете пишут, что должна быть акриловая. Я в этом как бы не разбираюсь, но вот говорю, что я знаю по этому вопросу. Вот. В следующем видео мы с вами будем раскраивать картон на детали и склеивать из них каркас коробочки. Поэтому вам понадобится картон, клей момент кристалл, линейка, карандаш, мат для резки, собственно говоря, резак и малярный скотч. За сим разрешите откланяться. На этом все сегодня. До следующих видео. Пока-пока.